Мало кто знает, что электромобили имели огромную популярность еще в начале 1900-х годов, то есть задолго до появления компании Илона Маска и его известных моделей. Если мы посмотрим на Соединенные Штаты тех времен, то увидим, что только 1/5 часть всех автомобилей в стране была бензиновой. Остальные машины представляли собой либо электрические, либо паровые. Однако, несмотря на свои достоинства, они так и не прижились в долгосрочной перспективе. Вопрос, который возникает: почему же это произошло и удастся ли электромобилям повторить свои прежние успехи в современном мире? В наши дни электромобили снова в моде и активно продвигаются практически во всех промышленно развитых странах мира. Но стоит отметить, что электромобиль — это далеко не новая концепция. На самом деле данной идее уже более 100 лет. В начале XX века электромобили были настолько популярны в Соединенных Штатах, что в 1900 году их доля на дорогах страны составляла около 1/3 всех транспортных средств. Запросы на электромобили оставались высокими на протяжении следующих 10 лет. В военное время, в частности во время Первой мировой войны, покупка электромобиля считалась проявлением патриотизма, так как она помогала сохранить запасы бензина для нужд армии и военных операций. Но почему же тогда электромобили исчезли с рынка? Это дает повод задуматься и погрузиться в историю автомобильной революции и подъема нефтяных компаний, которые определили ход событий в тот период. Мы видим, что идея оказалась опережающей свое время. Чтобы глубже понять истоки электромобиля в историческом контексте, нужно учитывать и транспортные средства, и доступность электричества между 1850 годом и началом XX века. Конные повозки продолжали использоваться даже несмотря на появление 3 типов первых автомобилей — паровых, бензиновых и электрических. Паровые машины оказались непрактичными, так как они требовали постоянной подачи воды и значительное время на разогрев. Автомобили с бензиновым двигателем были шумными, изрыгали ядовитые пары и требовали ручного запуска, что тоже воспринималось как неудобство. Таким образом, электромобиль предоставлял определенные преимущества, однако на тот момент аккумуляторная технология была недостаточно развита, чтобы сделать его по-настоящему практичным. В то же время электричество только начинало распространяться в городах в начале 1900-х годов. Первые прототипы электрических автомобилей появились еще в 1830-х годах, когда Роберт Андерсон из Шотландии внедрил моторизованную повозку. Однако это транспортное средство на момент его изобретения не было практичным, поскольку его батарею нельзя было подзаряжать. В 1859 году, когда появились перезаряжаемые батареи, изобретатели с обеих сторон Атлантики начали разработку первых полноценных прототипов электромобилей. Примерно в 1890 году Уильям Моррисон из Дэ-Мейна, штат Айова, представил шестиместный электрический фургон, который развивал максимальную скорость всего в 14 миль в час. Эта эпоха могла показаться доисторической для электромобилей, но именно она положила начало целой тенденции. Дорожные условия за пределами городских районов
были исторически плохими. Поэтому в начале 1900-х годов автомобильные поездки обычно ограничивались лишь городскими территориями. Именно в этот период производители стали активно выпускать электромобили, которые имели возможность преодолевать короткие расстояния. Они были тихими и экологически чистыми, за что были особенно любимы женщинами, ведь такие автомобили легко управлять. В Соединенных Штатах знаменитый изобретатель Томас Эдисон начал разработку более совершенной батареи для электромобилей и даже некоторое время сотрудничал с Генри Фордом. Примерно в 1898 году в Германии Фердинанд Порше сконструировал первый автомобиль с электрическим бензиновым двигателем, который стал предшественником современных гибридов. Реклама электромобилей, таких как, например, модель Belly Electric Victoria Phaeton в 1911 году, свидетельствовала о росте интереса к этой категории автомобилей. Электрические автомобили стали настолько популярными для городских поездок, что к началу 1900-х годов в таких больших городах, как Нью-Йорк, Бостон и Лондон, появились целые парки электрических такси. К 1912 году 38% автомобилей на дорогах Соединенных Штатов были электромобилями, в то время как 40% были паровыми и лишь 22% бензиновыми. Однако все изменилось с появлением модели Т. Несмотря на многообещающее начало, спрос на электромобили начал падать, когда Генри Форд представил свой знаменитый Model T в 1908 году. Автоматизированная производственная система Форда позволила существенно снизить цену на модель Т. К 1900 году ее стоимость составляла всего лишь $650, в то время как электромобили оставались достаточно дорогими, стоив около 1750, почти в 3 раза больше. В том же году был представлен электрический стартер для автомобилей с бензиновым двигателем. Это нововведение сделало проворачивание бензиновых моторов вручную ненужным и подняло спрос на бензиновые автомобили еще выше. К 1912 году в Америке было продано всего 6000 электромобилей по сравнению с 82 тысячами автомобилей Ford Model T. Кроме того, существовали и прочие значительные препятствия для электромобилей. Например, батареи приходилось заряжать достаточно часто, что создавало неудобства для пользователей. Электричество становится все более доступным в городах, но в сельской местности его накопление было сложным и зачастую невозможно, что сильно ограничивало использование электромобилей. Таким образом, цена электромобиля в сочетании с ограниченной доступностью электричества за пределами городских районов означало, что данный вид транспорта, по сути, был доступен лишь богатым горожанам. Даже в тех случаях, когда электромобиль покупался, его привлекательность была ограниченной. К 1920 годам была построена обширная сеть современных дорог, что способствовало желанию людей путешествовать дальше. В то же время на тот момент в Техасе уже была обнаружена сырая нефть, и бензин стал доступным и недорогим раритетом. Нефтяные компании быстро заняли неоспоримое положение в энергетической отрасли,
и бензиновым автомобилям больше не потребовалось много времени, чтобы занять вершину автомобильного рынка. Таким образом, большинство производителей электромобилей прекратили свое существование. Одна из последних компаний, Detroit Electric, закрыла свое производство электромобилей в 1939 году. С тех пор бензиновые автомобили утвердились как стандартные, несмотря на спорадические попытки снова вернуть электромобили на рынок в разные исторические периоды. Однако интерес к ним вновь возродился лишь в 1990-х годах, когда общество начало осознавать необходимость уменьшения зависимости от нефти. К примеру, компания General Motors предприняла неудачную попытку продать двухместный электромобиль под названием EV1. Настоящий прорыв произошел в Японии в 1997 году, когда компания Toyota представила Prius — первый серийный гибридный электромобиль. Это знаменовало собой начало гибридного рынка и возобновление интереса к электромобилям в целом. Сегодня факторы, такие как изменение климата, загрязнение воздуха, истощение природных ресурсов и растущее потребление энергии, резко изменили восприятие электромобилей. Tesla, благодаря своим инновациям и использованию современных технологий, придает новый импульс к развитию электрического транспорта. Другие производители автомобилей в настоящее время синхронно разрабатывают электромобили с огромной скоростью, планируя расширять свои модельные линейки, чтобы удовлетворить растущий спрос. Аккумуляторные технологии совершенствуются, число зарядных станций стремительно увеличивается, цены становятся все более конкурентоспособными, а интерес потребителей возрастает. В начале 1900-х годов электромобили были в моде, и аналогичные разговоры продолжаются в 2022 году. История имеет свойство повторяться и обучать нас важным урокам, даже если мы не всегда готовы нести ответственность за свои решения и усваивать их. А сейчас я представляю вашему вниманию исторические фотографии с электромобилями того времени, которые ярко иллюстрируют эту важную эпоху в истории транспорта. На фото вы можете видеть ранний электромобиль, который находится на зарядке в 1900 году. Также запечатлены мужчины, едущие на электромобиле, разработанном немецкой компанией Siemens Ungalske за Берлином в 1882 году. Интересно, что Камиль Дженадзе, ведущий электрический автомобиль своей разработки, проехал недалеко от Парижа, Франция, став первым человеком, который преодолел заветный рубеж скорости 100 км в час, то есть 62 миль в час, на автомобиле в 1899 году. Не менее захватывающее — это электротакси на Манхэттене в Нью-Йорке в 1906 году, ставшее еще одним свидетельством популярности электрических автомобилей в городе. Другая фотография демонстрирует электрическую уличную подметально-уборочную машину, очищающую проезжую часть в Берлине в 1907 году. Также можно увидеть электромобили на зарядной станции в 1909 году, где электрический туристический автобус компании Sync в Нью-Йорке работает в 1900 году, а на фотографии 1898 года мы видим электробет перед зданием Old Metropolitan Opera в Нью-Йорке.
На Бродвее в Таймс-сквер, помимо гужевого транспорта и кабельных трамваев, на фото изображены два автомобиля. Слева туристический автобус, а справа такси, оба из которых работают на электричестве в 1905 году. Реклама электромобиля 1910 года также отражает растущий интерес к экологии и новому типу транспорта. На фотографии женщина использует устройство для зарядки своего электромобиля Columbia Mark 68 Victoria в 1912 году. Как видно, технология электромобилей преодолевала различные исторические барьеры и возрождает интерес обществ в разные эпохи, обыденно проходя через вызовы и возможности. Такое интересное и многослойное путешествие истории электромобилей подчеркивает, как изменяется общественное восприятие, как оно отражает культурные и социальные предпочтения и какие уроки нам следует извлечь из этого. Ваши мысли на этот счет? Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всего хорошего и до новых встреч!